всем. Сегодня идем в тир. Из магазина на автобусе ехать. Ты меня точно в тир ведешь? Зрителям категорично Антон сейчас покажет категоричную приблуду. Спрятал провод от микрофона. А вы думали, что? Эх вы. Короче, сегодня будет прикольная тренировка. Сегодня мы замерим растяжку для подбора стрел. И мы будем покупать 4 вида стрел по 6 штук. Боумастер, Центршот, Дендро Пинакл и Панда Рус. Вот нужно теперь определиться. Растяжка, соответственно, усилие лука мы знаем, и спайн подобрать. Нужно понимать, как мне это все сделать. И вот я буду потихонечку про все сегодня рассказывать. Так что погнали! Видишь, не зря мы купили камеру. Короче, потратили денег херову тьму, и камера валяется, просто валяется. Поэтому нужно, в первую очередь, нужно думать, не что ты покупаешь, а как ты это будешь использовать. Это примерно так же, как и с луком. Ты можешь купить охеренный лук, приходишь, а тебе говорят, а он, ну, как бы, вам с него еще рано стрелять, нужно сначала научиться стрелять, берите эту палку, копалку и с нее стрелять. Так же и здесь. Мы купили камеру, она стоит, и теперь нужно купить самую дешевую камеру, там, за 20 тысяч, на нее просто стрелять, на нее снимать, это вот GoPro, и все. Попили чай, теперь погнали наши городских, будем разминаться. Тут парни пришли все. Да хрена, это гигант. Помашите, пожалуйста, нашим зрителям. Выстрел, говорит, был хороший, говорит, но не попал в мишень. Говорит, ну выстрел, говорит, был хороший. Оператор ходит, снимает, учится подстраиваться к этому помещению, к свету. Я просто деньги отрабатываю, чтобы ты мне потом не сказал, что ты сидел весь день. Я сейчас даже не пишу, на самом деле. Я хоть раз так говорил, мне ты не пишешь? Так я всегда и ГДшничаю. Мы сейчас начнем, пока нашего тренера нету, измерим растяжку. Точнее, сами замерим растяжку. А потом спросим тренера, типа, как это правильно делать, и посмотрим, как мы это умеем делать и как он это умеет делать. Если у нас все совпадает, соответственно, значит, это и для вас будет примером, чтобы вы себе правильно замерили растяжку на классическом луке. Иными словами, проверим, насколько внимательно ты смотришь видео на канале Супер Арбалет. Я на прошлой тренировке сделал 80 выстрелов. 2 подхода по 40. Я прибалдел, честно говоря. Я вообще устал очень. А сегодня я надеюсь, что сделаем столько же. У тебя на соревнованиях по сколько стреляют? Я знаю, я не на соревнованиях. Спросим тренера, какой напальчик может подойти. Здесь, правда, не все мои размеры есть. Но спросим, можно ли его, например, подрезать, если, например, этот L напальчик, можно ли его обрезать, и он будет типа M. А может быть, зависит от этой площадки, и нельзя подрезать, короче. Мерная стрела, визитка. Ты мишень вешаешь, чтобы за угла стрелять? Из-за угла стрелять, да. Я вешаю, чтобы можно было считать. Ставлю отметки просто, я потом смотрю, типа 10 серий, по 4 выстрела, отдыхаю. Ну, типа, это удобно, почему нет? Знаю, я на канале Супер Арбалета недавно видел про счетчик видео. Его некуда вешать, понимаешь? Его надо с собой таскать. Потихонечку, когда я уже буду кейс, шмейс, лук, хуй, тогда мы будем счетчик покупать. А так я, видишь, маленькую дырочку поставишь, и выстрелы сделал, и все. Вот хорошо, когда в тире, например,
есть оборудование для того, чтобы можно было что-то настроить, что-то замерить. В тире риф только есть стрелковое оборудование, с чего можете стрелять. Например, там растяжку невозможно замерить, здесь нет мерной стрелы. Пришлось с собой из магазина брать. Нет пресса, например, там, для блочного лука, нет каких-то таких, ключей, там, что-то еще, там, Вася с собой носит, но это понятно. Поэтому тир Кузнецова Макса, который ССК Артемис, мне именно этим очень нравится. Там пришел, просто такая стена, и усыпана всеми инструментами. Берешь, настраиваешь, откручиваешь, прикручиваешь, а здесь из магазина все таскаешь. Поэтому минус небольшой этого тира именно в этом и заключается. Но столько пространства, мне кажется, перебивает все плюсы Артемиса, потому что там очень тесно. А здесь очень просторно, но есть нюансы. Сделал 4 выстрела и думаю, что можно попробовать произвести замер растяжки. Что, посмотришь, Олег? 28,5. 28,5. Это я попросил оператора. А теперь наш способ. Нашампуриваем визиточку. И нам оператор не нужен будет. Ну, я пошел тогда. Дырка на чтоб лучше ходила, надо дырку разработать. Это вот с дотягом на кликер 28,75. Мы будем покупать стрелы, 6 штучек разных. Мы их все затестим потом на нашем станке, выпустим видео на Супер Арбалете, а потом будем отстреливать. И видео у нас будет выходить на канале Категоричный Антон. Это мы новый канал создали. И, соответственно, вы будете следить за какими-то движениями на Супер Арбалете, а за какими-то движениями на моем личном канале. Там, короче, не так все просто, чтобы гнездо поправить. Сейчас придет тренер, и мы намотаем сюда гнездо. Но там, по факту, гнездо не намотать. Почему? Потому что, видите, сейчас покажем под съемом. Тут, короче, разошлась обмотка. Сейчас посадим сюда гнездо, и снова все разойдется. Поэтому, по идее, надо сюда положить новую обмотку. Короче, все на 3 метра стреляем. Пока просто отрабатываем выстрел. Похеру, как летит, пофигу, как стрела стоит. Иначе долго это будет. Будет не тренировка, а возня, . На прошлой тренировке, когда я стрелял, я повесил мишень. Меня отвели на 18 метров, там кто-то стрелял, короче, нельзя было ближе подойти. И я в мишень стрелял. Короче, очень сильно влияет точность повторения каждого выстрела. Когда ты устаешь, повторения отличаются, короче. Типа, когда ты первые 40 выстрелов стреляешь, более-менее все точно. Потом, когда ты устаешь, не так дотянул, не так отпустил. И, короче, это прям на мишени все видно. Иногда бывает, что неправильно завожу, не так привычно, и откладываюсь, снова перезавожу. А бывает, что вот так вот просто, типа хоп, и уже непривычно. То есть есть какая-то определенная тип моих действий, который вот прям вот я запоминаю прям на мышечном уровне.
Вася это местная суперзвезда. Он пришел, и все сразу вокруг него столпились. Привет, народ. Сегодня мы наконец-то решили Антону растяжку замерить. На луке. Не те растяжки, про которые мы говорили в нашем видео. Что у меня получилось, когда я сам замерял, Василий? До лунжера он обычно с упором совпадает. Угу. Если лук нормально сделал, они как тот китайский, который мы, помнишь, смотрели? Да. Вот Где дырка, да, вообще там была в каком-то опять другом Или со месте. смещением иногда делают. Вот, а так обычно, да, лунжер совпадает с упором. Здесь же точка поворота лука. Я 4 вида стрел буду покупать. Боумастер, как их называют, Центр-шот, тоже не знаю. Дендер и Пинакл и Пандарус. Это будет 4 вида стрел по 6 штук. Вот мне надо теперь со спайном определиться, какой мне спайн нужно у них брать. Я так плюс-минус погуглю, у них таблиц нигде нету. Надо им звонить, будет говорить: здравствуйте, Боумастер, вы мне стрелы можете подобрать по таблице? Я думаю, они меня... скажут они тебе. Они скажут: пошел нахер, дебил. Не, они подберут по таблице, но это будет, скорее всего, таблица умножения. Я думаю, что так мне каждый скажет: бери таблицу Истона и мозги и вали отсюда. А по факту потом будет интересно проверить. То есть, как бы по таблице, допустим, все скажут: там, бери таблицу Истона там, и по типа шпарим. Но они же могут потом не подойти. У нас же есть этот станок, где мы будем измерять в отдельном видео жесткость. И они мне могут не подойти. Поэтому, конечно, я их спрошу, если у них таблица. Они мне ответят, скорее всего, что у них нет таблиц никаких. Ну, вероятность такая. Берем по истоновской. Ну, как бы... Они могут не подойти по истоновской, ну, как бы я так понимаю. Ну, Как тут вопрос в том, соответствует Всё ли равно, там помнишь? 400 спайну Да, этих, да. 400 спайну Истона. Именно. Именно я это тебе и говорю, что... Помнишь, мы же об этом говорили, что это только первый шаг, да, подбор. Подгонка-то дальше впереди. Да. Это только сказка... присказка. Сказка впереди, как пел Высоцкий, да? Так он же пел? Раз прекрасно жить. Я слишком молод еще. Ты не слушал эти песни? Нет. Мне кажется, я когда родился, Высоцкий уже умер. Возможно. Его рано Хотя-то стало. пока я слушал, он тоже умер, когда я родился. Эти события связаны? Ну вот, я по полке ориентировался, больше ничего оттуда не видно, да, вот так стрела все закрывала. Соответственно, сейчас вот как я отмечал, так я и выставляю на то деление. Как без четверти было. На которое получалось. Ну и вот твоя растяжка. Смотрим. Вот он упор, ближе до упора 26,5. Ну и плюс 1,75. Ну, 28, 25 где-то получается. Значит, Так же и по краю. Значит, 28. Значит, 28 смотри, да. Может, 28,5 смотри. А почему мы по краю туда больше намерили? Потому что мы мерили вот по этой штуке. Да, вон там, видишь? Точно, да, на бумажке. выступает. Короче, да. Так что мы и говорили, да, что у большинства производителей все сходится. Ну вот, 28,5. Где-то ориентируешься на это. Даже чуть-чуть длиннее лучше. Почему? Отрезать сюда можно, пришить-то фиг. Короче, как мы с тобой решили, в принципе, все сходится. 29 мы померили с Олегом. Правда, там криво, косо, короче, но определились, что 29 нам нужно. И Вася сказал, что лучше вот так вот. Мы уже это гнездо сегодня посмотрели, да. Видишь, насколько тебе хорошо бы. Нет, так это да. Но вот проблема, мы думали, что перемотать, а тут, видишь, снова все разошлось. Ну, хотя бы пластырь перемотай. Тренер, ну как бы еще выбери меня на палечник. Выбери меня. И... Нет, ты как? А если у меня будет XL, и я чуть-чуть подрежу, это как-то будет влиять мне? Ну, да. Это вот эта площадка будет больше? Площадка здесь не намного больше, здесь просто, видишь, форма другая у площадки. Мне кажется, смотри, площадка... Ну, короче, вместе поставим. Они, скорее всего, площадка у них стандартная. Получается, как вот, прямой формы. Хотя... Нет, смотри. Здесь шире. Да. А еще-то есть такой, смотри, еще есть. Тоже декат. Ну, это, Это конечно, прям вообще, он весит как будто из золота. Короче, когда на палечник у нас вот здесь вот косточку сейчас прикрутим, да? Кожа чуть-чуть длиннее пальцев. Вернее, пальцы чуть длиннее кожи должны быть в этом положении. Да? Когда люди подбирают в стык, а потом руку сгибают, вот он как раз торчать начинает. И это все цепляется за лук.
Поэтому надо так напалечник подбирать, чтобы вот здесь, когда косточка сел, во-первых, пальцы можно было согнуть, пластина вот здесь не выступала. Да. Что бывает, рука маленькая или фигу. Я вот иногда детям фигу ножом подрезаю, чтобы у них рука глубже села. Иначе пластина вот здесь, я им говорю, сгибай пальцы. Они не могут, она у них вот здесь в палах упирается и все. Вот. И второе, когда пальцы вот здесь вот будут согнуты, вот эти, чтобы кожа, да, вот, вровень была. Нам не торчали. Крючок вот этот. Он нахера вообще нужен? Я вот там Я не пользуюсь. знаю, я его никогда не ставлю и откручиваю. Типа потому под что, мизинцем, я так понимаю. ну смотри, как бы в чем здесь подвох. Когда мизинец, да и вообще, у нас как бы мышцы, управляющие пальцем, все рядом, все связаны. Поэтому, когда один палец сгибаем, соседний тоже напрягается. Видишь, если мизинец согнут, уже безымянный не расслабишь. Там, это, видишь, тоже сюда тянет за собой палец. Ну ты все равно мизинец сжимаешь, когда Поэтому, стреляешь. когда вот здесь вот мизинец ставят, этот палец уже напряжен. Нет, я его не сгибаю. Здесь механика кисти такая, что я когда руку напрягаю, он подгибается, но он здесь расслабленный. Он свободный. Пальцы расслаблены. Он загибается как раз опять по той же причине. Я даю нагрузку на этот палец, да, а этот вместе работает. Когда я этот расслабляю, и мизинец расслабится. Напалечник Avalon Classic. Всю приблуду отсюда сняли. Размер L. Но мне кажется, что он мне не подходит, он большой. Вась сказал, что можно кожу подрезать. Вот он. Видите? Что он большой. Так что будем смотреть, экспериментировать. Короче, постреляем с него месяцочек. И я какое-то мнение о нем расскажу. Целюсь в этот щит и потом снижаюсь. Сюда целюсь, сюда и сюда. Ну, вот так вот. И низко неудобно целиться, кстати, на самом деле. И высоко неудобно целиться. Вот самое то, что на моем уровне, вот сюда вот я целюсь. Это самое нормальное. Сюда уже сразу идут отлеты. Сюда сразу идут отлеты. Ну, неудобно стоять. Высоко, низко. Вот. Итак, напалечник, который мы выбрали. Я считаю, что он мне большой. Вот эта вот сама площадка синяя, она, короче, упирается мне дальше, чем предыдущий напалечник. У него площадка меньше. Видите, разница какая? И вот эта часть больше, чем эта. И говорят, начинаешь стрелять, она как-то вот сюда упирается. Блять, может так и должно быть, хер его знает. Но мне по ощущениям комфортнее вот с этим напалечником, который маленький. Вот. Вот, смотри, вот надо вот эту вперед выдвинуть, фигу. Когда пластина дальше уйдет от пальцев. Мне дальше неудобно, сюда надо. Она так вот даже... Да, она вот здесь, она вот здесь. Вот. Она как раз тебе здесь как бы пластина, когда в руке, она тебе не будет давать вот руку домиком сгибать. Если тебе неудобно, может, ты как раз вот именно вот здесь вот и напрягаешь. Вот, а пальцы, видишь, ты не можешь согнуть. Вот я тебе скажу, ну-ка загни еще пальцы. А тебе пластина не дает. Видишь, они упираются у тебя. Ёпта, блядь. Нервная стрела стрельнула такая, блядь. Блин. Обзор на новый напалечник домой. У тебя есть 30 секунд, чтобы рассказать. 30 секунд. Сейчас будем пробовать, пока нечего рассказывать. Анатомически лучше лежит, кстати, здесь. Вот эта штука гораздо комфортнее. Тот вот так прям как-то упирался, а здесь вот, блядь, прям покомфортнее. Но, короче, фига сама не очень удобно, больно. В двух местах. Побогаче. Ну это, блядь, для цыган, что ли, блядь? Там цыгане, блядь, не обидятся на... Или цыгане нас не смотрят. Да, намного комфортнее. Комфортнее вот здесь вот. Я имею в виду, что как он упирается мне. Вот здесь. А если с тирным сравнивать? Тимно. Кожа вот эта сапожная, она так, вот каждый раз так нужно стряхивать. Это напрягает, блядь. Да, комфортнее, однозначно комфортнее. Вася мне одобрил Avalon, а я от него буквально через 2 серии отказался. А по размеру они одинаковые? И этот L, да, они оба L-ки. Но я считаю, что мой размер M-ка. И когда я буду заказывать на Lancaster, это будет Win-Win, это будет Axel, это будет Shibuya, 3 напалечника. Соответственно, я возьму размер M-ки возьму, а не L-ки. Хотя надо еще пострелять чуть-чуть.
И не с чем сравнивать. Нет, там и есть М-ка, но это уже другой. Поэтому будем смотреть. Фига не очень удобная. Вот эта вот штука, здесь немножечко режет. Она пластиковая, а там в Авалоне прорезиненная. И вот я смыкаю 2 пальца, и капец больно. Что-то второй напрягает. А это прям мягенькое, поэтому было бы неплохо к этому напальчнику вот эту вот силиконовую фигу. Она, вы видите, какая силиконовая? Не прикрути, она прикрутится. Не, ну да. Надо сначала с этой попробовать, сказать свои ощущения, что не так, потом это попробовать, сказать, что типа, да, вот это вот уже получше. Потом Короче, плюнуть и взять болт. Короче, да, купить 3 напальчника, в итоге вместо того, чтобы пойти купить хороший один американский, потратить денег 60 там, баксов, потратить на 3 напальчника, потом пойти купить напальчник за 60 баксов крутой, и вот и все. Можешь и за 60 баксов просто таким же дерьмом Надо оказаться. кисекли сразу. Всё. Что? Надо кисекли ему сразу купить и все. Кого? Кисекли. Я такой не знаю. Ну вот тот самый Кисик Ли, который книжку написал, кореец. Ну, немножко там про Ельцина получился, блядь. У него есть же и перья он делает для вместо спинвинг. Спинвинги, это же его перья. Ну, а у него еще новая отдельная линейка с этим, с направляющей вдоль стрелы, которая еще лучше. Кстати, попробовали перья? По ощущениям не прикольно. Вот, и наполечники у него тяжелые, бронзовые, У него выниматель КСЛ, которые кисекли. просто вот прям раз, и рука там как с гантелей. Смотри, всем нравится, но золотой напалечник, да? Все говорят, какой у тебя золотой напалечник, как цыган, блядь, ё. В золотом наполечнику золотые зубы. На монтаже этот Олег там делает мне золотые зубы, блядь. Прям такую искорку еще. Цыгане в тире, блядь. Ай-на-на-на. Это концовка. Ну все, ну мы поехали. Черный экран и... Короче, нет, ну, это больше мне не подходит. Фига именно. Пиздец вообще, лютая фига. Я прям не могу стрелять. Прям, Перекрути этот. прям вообще натерло капздец. В конце каждой тренировки тренер говорит, нужно с противоположной стороны лук порастягивать. Раз в 10. Просто, говорит, растягивай. Ну, типа, чтобы симметрично все работало. Типа, чтобы спина, я так понимаю. Надо тренера снова спросить. Я говорю, я не задаю вопросов, для чего. Он говорит, делать надо, я делаю. На сегодня конец тренировки. Был прикольный выбор напальчников. По ощущениям много чего не понравилось. Поэтому я думаю, что мы еще пару видосов, наверное, запишем по подбору напальчников. И пойдем дальше к покупке стрел и к тестированию стрел. Так что, ребят, подписываемся. Будет очень интересно. Чао.